Спустя длительное время, как уже вышел сериал от Marvel под названием «Эхо», я только сейчас нашел время для того, чтобы немного обсудить его. На самом деле, я бы не стал делать это видео, если бы я просто не задался вопросом, а ждал ли вообще кто-то сериал по персонажу Эхо? И нужен ли вообще этот сериал на данный момент? Знаете, тут не будет прям однозначного ответа, как мне кажется. Сериал «Эхо» — это то произведение, которое абсолютно никак не влияет на текущую ситуацию во вселенной Marvel, но при этом в самом сериале есть несколько сомнительных моментов, о которых я бы хотел поговорить вместе с вами. Начнем с того, что я один из тех самых людей, который ждал этот сериал, потому что в трейлере нам показывали Дардевила и Уилсона Фиска, которого играет актер Винсент Донофрио, и он является очень хорошим актером для меня, а его роль Кингпина просто захватывала меня в сериале «Сорвиголова» от Netflix. И знаете, в чем главная проблема сериала «Эхо»? Сериал просто убивает Амбала как персонажа. Уважаемые, а перед тем, как мы продолжим, если вы уже давно хотите приобрести себе новинку или какую-либо другую игру на вашу 4-ю или 5-ю PlayStation, вам с радостью поможет сервис GameSwim.ru. GameSwim работает уже длительное время и успел порадовать большое количество покупателей горячими новинками и приятными ценами, и достаточно оперативной работой. Сервис работает по договору оферты и несет ответственность за исполнение вашего заказа, потому вероятность обмана абсолютно нулевая. У магазина имеется большое количество положительных отзывов, поддержка, которая готова вам помочь, и постоянные скидки. За приятными покупками только на сервис GameSwim.ru, а по моей ссылке в описании плюс 300 бонусов на первый заказ. Итак, начнем с того, что сериал достаточно небольшой, всего лишь 5 серий, из которых 2 или 3 идут до 35 минут. Скажем так, это не тот уровень, который все ждут от Marvel. Ну и тут же вытекает вопрос, а зачем вообще Marvel сделали сериал про такого непопулярного персонажа, как Эхо? Как заявил сам президент Marvel Кевин Файги, они создали отдельную ветку, скажем так, не про очень значимых и не про очень популярных персонажей их вселенной, которая называется Marvel Spotlight, в рамках которой сами персонажи не так сильно важны для сюжета, но их истории были очень интересными или драматичными. И знаете, это как-то странно, то есть они хотят сказать, что тот же самый Лунный Рыцарь или, к примеру, Женщина-Халк не являются Marvel Spotlight, но вот Эхо, к примеру, является. Или что? Я не совсем понимаю, честно говоря. Если вы не смотрели этот сериал, то я могу вам его порекомендовать к просмотру, так как он совершенно небольшой, и вы посмотрите все 5 серий меньше, чем за половину дня. Но если вы также и не посмотрели его, я не скажу, что вы много потеряли, и по сути вы можете спокойно оставаться на просмотре этого видеоролика. Главным персонажем сериала «Эхо» является девушка по имени Майя Лопес, которая является глухой, и в детстве ей ампутировали одну ногу из-за сильной аварии, в связи с чем она ходит с боевым протезом. Она была обычным киллером и убирала всех негодных Уилсону Фиску, так как тот заботился о Майе с самого детства и внушил ей, что именно он ее семья. После того, как Майя раскрыла ложь Фиска, ему прилетела пуля в глаз. Да, именно в глаз. Майя будет считать, что Фиск мертв, но это абсолютно не так. И знаете, после того, как Майя уезжает обратно в свои родные земли под названием Оклахома, она просто чем-то занимается и все. По сути, она подвергает опасности свою семью и пытается насолить банде Фиска, хотя сам Фиск уже мертв, по мнению Майи. Сериал не несет за собой какой-то большой загадки или интереса, вы по сути просто наблюдаете, как персонаж что-то вот делает, куда-то идет и параллельно подвергается опасности, и выходит из нее самыми нестандартными способами, настолько нестандартными, насколько это могут делать глухонемые люди с протезом вместо ноги. В сериале остается несколько вопросов, на которые не был дан четкий ответ. В каждой серии вам показывают загадочную расу Чокта, корни которых передаются из поколения в поколение. И вот Майя является тем самым наследником племени Чокта и использует их силы в конце сериала, чтобы победить Кингпина, который, оказывается, остался жив. Мы сейчас вернемся к Уилсону Фиску, но мне так и непонятно, что это за племя Чокта, как работают их способности и что Майя может сделать с этими способностями. Я понимаю, что за 5 серий невозможно раскрыть все и сразу, но сделайте тогда все 5 серий хотя бы по часу, а не по 30 или в крайнем случае по 40 минут. Окей, допустим, это самое племя нам не так интересно. Но вот Уилсон Фиск
в прямом смысле огромная шишка, которая раздавит тебя сразу же, если ты хотя бы на один шаг не понравишься ему. Порой даже кажется, что Уилсон Фиск опаснее любого другого злодея в Марвел, так как он умеет выпутываться даже из самых патовых ситуаций и все равно поднимает себя на пьедестал власти и преступности. Но в Эхо, я не знаю. В сериале он по сути показан просто как папка-гангстер, который всюду бегает за Майей и просит ее снова стать семьей. Он предлагает ей все в обмен на то, чтобы она была вместе с ним, но Майя отказывается, и Амбауч берет всю ее семью в заложники. И, Амбала побеждают так странно. Майя каким-то образом проникает внутрь души Фиска и видит его страдания, и, можно сказать, побеждает его жестокость силой любви и сострадания. После чего Уилсон Фиск просто убегает со своей охраной до прибытия полиции. Что? Кого? Я вообще не понимаю. То есть, я не совсем понимаю, как так можно было напортачить с таким крупным персонажем. И, по сути, Кингпин не был злодеем в сериале Эхо. Злодеями были только его прихвостни, которые просто создавали опасность ради опасности. Я скажу честно, мне очень жалко, что все так вышло. Уилсон Фиск не должен быть таким, окей? Это жестокий и жадный до власти преступник, который уберет все на своем пути и защищает только тех, кто ему действительно дорог и не предает его. Я повторюсь, что сериал Эхо нормальный, он просто нормальный, и ждать от него чего-то вау не стоит. Можно сказать, что это сериал об отношениях глухонемой девушки и ее преступного дяди, который воспитывал ее с детства. Мне однозначно понравился момент, когда Фиск жестоко избил продавца мороженого, который просто нагрубил маленькой девочке, а именно Майе. Это как раз показывает, что Фиск не позволит никому хоть как-то обижать его близких, даже тощему и беззащитному продавцу мороженого. Ну вот это его постоянное, скажем так, сюсюканье с Майей, а потом этот еще побег в конце просто приводит тебя в шок. Не в самом лучшем смысле этого слова. Сериал «Сорвиголова» от Netflix сейчас является каноном Marvel, и получается, что Амбал от Netflix, который мог драться с Сорвиголовой 1 на 1 и в каких-то моментах мог даже победить его, проигрывает глухонемой девушке, которая вот заставила его заглянуть в свою душу и поверить в силу любви. Боже, это так странно. Возможно, я правда чего-то не понимаю, я всего лишь рассказываю вам свои мысли по поводу сериала. А сейчас я перейду к вопросу, которым я задавался с выхода сериала «Мисс Марвел». А что, собственно, происходит с Марвел сейчас? То есть, они всегда выглядели победителями во всем, их фильмы собирали крупную кассу, а их выстраивание собственной киновселенной, можно сказать, было очень и очень грамотным. Сейчас, глядя на Марвел, я могу только кривить лицо знаком вопроса и не понимать, как дошло до такого, что у них в студии сейчас творится какая-то неразбериха. Если раньше для них высокие оценки были чем-то вроде нормы, то сейчас большая часть их проектов, дай бог, средняя. Я не понимаю, как можно было выпустить что-то подобное и сказать: да, мы гордимся этим. Мисс Марвел и Капитан Марвел являются моими любимыми персонажами в рамках комиксов. Но вот сериал «Мисс Марвел», боже, я не хотел смотреть это уже на 3-й серии. Кое-как дотянул до 5-й и потом просто бросил. А про Капитан Марвел я даже и говорить ничего не хочу. И, честно говоря, мне боязно за будущие проекты от Marvel. У нас с вами впереди 3-й Дэдпул, Фантастическая четверка и Блейд. Это именно те проекты, которые я очень жду, и из них в 2024 году выйдет только Дэдпул. Понимаете? Один фильм за год от Marvel и один сериал про Агату в конце 2024 года. Кого? Я понимаю еще Эхо, окей, но вот кто просил сериал про Агату? Есть здесь такие? Если есть, то напишите, пожалуйста, в комментариях. Конечно, Агата была неплохим персонажем и антагонистом в сериале WandaVision, но неужели она прям так всем понравилась, что про нее необходимо делать отдельный сериал? В общем, я не знаю, друзья, все эти вещи будто за гранью моего понимания, и я не исключаю того факта, что я могу в чем-то ошибаться, но это просто мое мнение и не более того. Знаете, это даже интересно, ведь из-за всей ситуации с Marvel мне теперь очень хочется посмотреть, как проявит себя Джеймс Ганн в качестве нового руководителя DC, и не станет ли он наступать на те же самые грабли, что и Кевин Файги. В любом случае, это будет очень интересно. Спасибо вам за просмотр моего видеоролика и уделенное время. Хорошего вам дня и до встречи в следующих видео.